Всем привет! Продолжаем разговор. И сейчас поговорим о коже, волосах и ногтях. Почему вы видите перед собой эти баночки, зачем они мне понадобились, почему именно три. В общем, сейчас расскажу все. Почему купила, где купила, для чего и понравилось, не понравилось. В общем, обо всем сразу. Зачем мне понадобились БАДы? До этого момента, честно скажу, я к ним относилась не очень хорошо, да в принципе и сейчас ко всем остальным пока очень-очень настороже. Но именно Solgar, у них очень хорошая репутация, именно у этих, вот, более понятный вариант, кожа, ногти, волосы, на вот этот препарат, ну, буду называть их витаминами, я не слышала, по крайней мере, мне не попадалась ни одна рекламация. Их все очень сильно хвалят. И тем не менее, я их не покупала до определенного момента. Но иногда я пропадаю куда-то с канала. Естественно, не афиширую свою жизнь, что происходит кроме цветов. И в июне месяце мне была сделана операция, после чего на полгода назначили гормональные препараты, у которых было такое количество побочных явлений, что, ну, в общем, по крайней мере, из всего списка я у себя не нашла всего 3. Все остальное было в наличии. Но то, что это будет выражено так явно, честно скажу, не ожидала. Для меня это был шок, у меня была паника, когда волосы начали сыпаться так, что просто проводишь рукой по волосам, и в руке остается значительное количество волос. С ногтями вообще бог знает, что начало твориться. Помимо того, что они у меня и так не очень твердые от природы, они сами по себе тонкие, но то, что они начали крошиться, это одно. Но когда, ну вот представьте, вот, допустим, вот это все ноготь, да, и когда вот так вот чешуйками начинают подниматься, ну, то есть ногти шишки напоминали, это какой-то был, ну, в общем, я такого раньше никогда и нигде не видела. Конечно, пыталась шутить и говорила мужу, что я уже как-то не только по гороскопу рыба, а уже вся чешуей покрываюсь, но шутки шутками, а у меня легкая паника была. Причем чем дальше, тем больше она усиливалась. Я позвонила подруге, она врач-косметолог, и говорю, что мне делать. Скажи какие-то витамины, потому что ну, я уже реально начала изучать сайты, на которых предлагают парики. Ну, мало того, что это не выход, конечно, так мне их еще и цена приятно поразила в кавычках, потому что ну, искусственные они, с моей точки зрения, смотрятся ужасно. По крайней мере, я не на карнавал, а если носить их на каждый день, то это нет. А натуральные, но один мне понравился, так стоимость пятизначное число, которое уже ближе к шестизначному. Но и тем не менее надо что-то делать. Ну, она мне сначала первая рекомендация – не нервничать и хорошее питание. Я говорю, ты сейчас смеешься или издеваешься? Человек все понял, говорит, так, проехали. Ну и говорит, ну витамины, они, конечно, хорошо, но при приеме витаминчиков сначала организм их расходует на то, что ему надо, он считает нужными, только уже в последнюю очередь это идут на волосы, кожу и ногти. И предложила, говорит, я бы тебе советовала пройти, ну, хотя бы парочку курсов. Ой, боже мой, название вылетело, ладно, напишу. Почему? Потому что, говорит, ты помнишь, несколько лет назад был такой ужасный год, когда у нее умерло 3 очень близких ей человека, и на нервной почве я вообще ходила чуть ли не лысая, но надо было что-то делать, жизнь продолжается, и она сделала это, и теперь на голове по-прежнему все колосится. Ну, я отшутилась, сказала, что на это у меня сейчас нет золотого запаса, что тут же получила приглашение, приезжай, я тебе все сделаю. Если коротко описать для тех, кто не знает, то в течение 40 минут 60 уколов в голову не самый приятный вариант. И это один раз. Сколько таких раз понадобится, это вопрос. Ну и, в общем, я решила, ладно, все-таки попробую какие-то витамины, а если уж совсем ничего не поможет, то пойду сдаваться. Как раз были в Киеве. В общем, зашли в аптеку, и тут мне на глаза попался Solgar. Я путешествую далеко не только по сайтам, на которых говорят о цветах. Меня очень интересует косметика, и всю жизнь интересовала. И
я прекрасно знаю их в лицо. Говорю: о, отдайте ко мне Солгар, потому что отзывы очень и очень хорошие. Взяла одну баночку, вот эту. Здесь 60 штук, нужно принимать по 2 в день, ну, то есть на месяц. Мне предложили взять сразу побольше, потому что это получается более выгодно. Да, выгодно, конечно, но я понятия не имела на тот момент, подойдут ли они мне, потому что далеко не обязательно, что подходит одному, подойдет и другому. Поэтому я взяла для пробы, будет ли эффект и не будет ли у меня какой-то реакции нехорошей на них. И, знаете, мне настолько осторожно на тот момент, скажу, понравилось. Сначала я удивилась, сама себе немного не доверяла, смотрела в зеркало, но мне понравилось. Сначала я поняла, что она мне подходит, ничего, никаких, ни желудок не болит, ни в общем ничего. И потихоньку, в общем, одни таблетки меня разрушали полностью, другие немножечко собирали. После того, как я пропила вот это, поняла, что надо проходить полный курс. Полный курс 3-4 месяца. Ну, в другое время я бы, наверное, пропила 3 месяца, но на фоне этих гормональных монстров решила, что пропью 4. Почему здесь написано на польском? Потому что когда, да, одну баночку я выпила, нужно было покупать вторую, был перерыв, наверное, недели 3, мне нужно было их найти. И как раз я ехала в Польшу, думала на обратном пути, опять же через Киев, думаю, там куплю. Была в Польше, захожу, смотрю, в аптеке есть. Перевожу тут же в злотые, сравниваю, что сколько стоит. Вот это, то, что я купила в Киеве, в злотых стоило 90, в Польше вот это стоило 60, даже 59 чем-то. Но это отвлеклась. Естественно, я взяла, пропила вот эту баночку и потом уже, будучи дома, изо всех сил искала, мне нужно еще. Я хотела пройти курс, потому что видела эффект. Эффект действительно на лицо, да, и, кстати, и на лицо в том смысле, и на лицо в том числе. И вот эти витаминки я уже купила дома здесь. Сначала зашла в аптеку, стоят 2 баночки, абсолютно одинаковые, ну, в смысле и там 120 штук, то есть на 2 месяца. Одна стоит 3350, другая 2900, что-то такое. Я говорю: девушка, в чем у них отличие? Кроме того, что одна справа, одна слева. И заказала через iHerb. Через iHerb они мне обошлись не 3000, а 1450. Ну, это совсем другое дело. И закончила я эту баночку позавчера. Теперь, естественно, перерыв бесконечный. Никакие витамины принимать нельзя. И ну, не полгода, ну, может, в общем, где-то осень-зима опять пройду полный курс. Что я заметила, что мне, да, что мне понравилось, что мне не понравилось. Не понравилось в данном случае ничего, потому что понравилось все. Что касается ногтей. Быстрее они у меня расти не стали, но они у меня всегда с одной скоростью росли, не очень медленно. То есть здесь никаких изменений, но они перестали слоиться. Ну как слоиться? Раньше слоились ногти по одному, а когда я вам сказала, что они на чешуйке стали отделяться, ну это вообще уже какой-то, извините, бред, но я на себе его наблюдала. Все, ногти стали ровненькие, какие-то увлажненные, гладенькие, то есть нормальные. Дальше, что с лицом? Кожа. Хоть он и, ну я имею в виду, этот препарат не заявлен как анти-эйдж, немножечко эффект был. Как-то, естественно, я очень внимательно смотрю на себя в зеркало. Да, я знаю, сколько мне лет. На 18 я выглядеть не стала, но тем не менее. Думала, что меня никто не слышит. Муж был занят за компьютером, но он в такие неподходящие моменты постоянно, оказывается, все слышит. Стою перед зеркалом, смотрю на себя и тихонечко сама себе говорю: неужели у меня начал восстанавливаться овал лица? И тут голос мужа: а до этого какая фигура была? Боже мой. На кожу очень хорошее влияние в плане кожа увлажненная. Если последние года 3 я, ну не ведрами, но в общем в больших
в неограниченных количествах начала скупать все увлажняющие средства. Но с возрастом кожа становится все более сухой. И особенно после душа я вообще не могла спать без того, чтобы не нанести на себя какое-то молочко. Раньше мне одного хватало, потом уже не хватало, потом иначе я просто даже не могла заснуть, мне было просто больно, потому что настолько сухо, ну, объясняла чем угодно, зимой батареями, летом солнцем, но факт оставался фактом, я не могла без какой-то косметики вообще не спать, не ходить, потому что тянуло. После этого нормально искупалась, возможно, при желании нанесла, но мне нравится, один раз нанесла и все. Больше мне не надо было в течение дня ничего добавлять, то есть кожа стала более увлажненная. Результат мне очень понравился. Что еще мне понравилось? Этого я не ожидала, но потом отметила, что а этого-то нету. После того, как родила ребенка, у меня такая не очень приятная проблема возникла — судороги. Икроножная мышца, иногда, особенно там то во сне, там потянешься и просыпаешься с ужасом, вернее, чуть ли не с криком, потому что очень сильно больно. Но, насколько я знаю, у меня у дедушки такое было, и, честно говоря, решила, что это у нас наследственно. Ну и хотя за это отвечает, насколько я знаю, недостаток калия в организме. Но почему-то, когда я пила другие витамины, я не замечала, чтобы это у меня пропадало. А вот когда начала принимать эти БАДики, судорог у меня не было. Прошли. Не знаю, насколько длительный этот будет эффект. Возможно, они, скорее всего, вернутся, но пока что я могу проснуться утром и сделать потягушки, и после этого не гримасничать от боли. Что еще? Да, волосы. Самое главное, с чего начинала, но так и ничего не сказала. Я хочу сказать огромное спасибо этим баночкам. Если бы они умели говорить, наверное, сказали бы «пожалуйста». Волосопад гораздо уменьшился. Я не могу сказать, что он совсем прекратился, ну, потому что вообще-то это нормально, когда немножечко волосы все-таки сменяют друг друга, и чтобы ни одной волосинки сзади не упало, нет. Но того кошмара нету, прекратился. И начали активно расти новые волосы. Когда я это увидела, сначала, естественно, в районе лба, как же мне понравилось, но думаю, ну а вдруг это вот это все чуть-чуть, и как оно будет дальше, но потом все больше и больше. Я сняла маленький кусочек, правда, не знаю, как это будет видно, не видно. Кажется, придумала, как вам показать то, что волосы после этих витаминчиков, БАДиков растут. Ну, в общем, смотрите, если я вот так поднимаю голову, то хорошо видно, а те, которые уже чуть подлиннее, если вот так опускаю, то вот видите, их тут полно. И что было? Ну, вернее, это, конечно, уже не так страшно, как было, но был просто кошмар. В общем, маленьких полно. Если присмотреться, то вот они везде, везде, везде. Ну, полностью всю голову делить на проборы я не буду. Думаю, в этом нет смысла, но вы сами все видите. Ну, принимать или не принимать, это уже решение каждого. Мне понравилось, поэтому я с вами поделилась. И, наконец-то, я смогла вздохнуть, то что, слава богу, в общем, лысой ходить не буду, в платок одевать не надо, парик искать не надо. И я очень-очень действительно от души говорю спасибо разработчикам вот этих БАДиков. Верить мне или не верить? Друзья мне верят, остальные, честно говоря, не настаиваю. Вот, так что пока что уколы в голову делать не буду, отложу это. Возможно, еще пригодится, но очень не хотелось бы. Вот как-то не вдохновляет меня эта процедура. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения, молодости, любви, красоты. Будьте счастливы!